При разработке шаблона наступает этап тонких правок. Часто требуется попробовать несколько вариантов доработки шаблона перед тем, как будет достигнут финальный результат. Нередко данный этап правок сопровождается необходимостью добавления и удаления слоев. Это в свою очередь приводит к необходимости полного перечитывания PSD документа после каждой правки. В простейшем случае с одной ориентацией это не приведет к большим затратам времени. В случае наличия нескольких ориентаций придется столкнуться с тем, что конструктор шаблонов не перечитает PSD, если в ориентациях различается количество слоев. В данном уроке рассматривается подход, позволяющий избежать полного перечитывания PSD и поддерживать одинаковое количество слоев в разных ориентациях в процессе правок. Давайте обратимся к нашему шаблону. Вы можете скачать его в материалах к уроку под данным видео. На этапе доработок мы решили прикинуть то, как будет смотреться наш шаблон, если область вписывания перекрыть однотонными полупрозрачными слоями, каждый из которых будет иметь свою маску и блендинг. В процессе поиска оптимального решения мы попробуем несколько вариантов исполнения этих слоев. Исходя из художественного замысла, мы рассчитываем, что нужный эффект может быть достигнут с использованием 3 дополнительных слоев с различными блендингами, прозрачностью и тому подобным. Сразу подготовим себе пространство для работы, добавив слои с использованием меню «Вставка. Графический слой». Вставим сразу 5 слоев с запасом, после чего перечитаем PSD документ. Итак, наша обновленная структура шаблона перечитана, и теперь мы можем работать уже с существующими слоями. При изменениях перечитывай только измененные слои, а не весь PSD документ целиком. Это существенно сэкономит время. Выберем ориентацию вертикаль и добавим поочередно в нее всю необходимую нам графику в соответствующие группы. После чего добавим блендинги, маски и настроим прозрачность для данных слоев, подобрав те настройки, которые дадут оптимальный результат. Теперь перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем только те слои, которые мы сейчас проработали. Как видите, слои обновились. Отсортируем тестовые фотографии по ориентации и попробуем обработать некоторые из них, чтобы проверить только что обработанную ориентацию. Результат получился удовлетворительным, однако можно его улучшить, сделав прозрачней слой со светлым бликом и убрав слой с фиолетовым отливом. Вернемся в Photoshop и исправим прозрачность слоя с бликом. В группе с фиолетовым отливом удалим только графический слой, оставив саму группу на месте. Это позволит сохранить структуру шаблона идентичной и не тратить лишнее время на синхронизацию в разных ориентациях. В конструкторе шаблонов перечитаем измененные слои. Проверим получившиеся на тестовой фотографии. Так стало действительно лучше. Вернемся в PSD документ. Мы уложились в 2 слоя из 5. Удалим ненужные слои в данной ориентации. В другой же ориентации удалим все пустые слои и перенесем в нее уже готовые из проработанной ориентации. Поправим по месту все, что необходимо. Перечитаем PSD документ и обработаем несколько тестовых фотографий для только что подготовленной ориентации. Результат получился удовлетворительным. Показанная в данном уроке техника работы с добавленными заранее группами слоев без добавления и удаления групп в процессе работы позволит существенно ускорить работу над шаблоном и несколько облегчает процесс внесения изменений в шаблоны с несколькими ориентациями. Следите за выходом новых уроков и спасибо за внимание.